Всем привет, ребята! А в этом выпуске поговорим о двух красивых вещах. Итак, у нас сегодня на повестке дня Ferrari 575 в исполнении Maranello и в исполнении GTC. Из интересного сразу покажу, даже вот лицензийка есть. Так, ну что, попытаюсь вкратце. Машины я только что буквально вот распаковал перед обзором. Машины выглядят просто шикарно. Если честно, не совсем я лояльно относился раньше к этой модели, но выглядит она потрясающе. Первое, что бросается в глаза, прекрасные жабры. Тут у нас очень такая широкая машина, очень красивая оптика, красивый выхлоп, значок, надпись Ferrari имеется, естественно. Тут тоже какой-то элементик, даже без понятия, что это. Вот тут крышка бензобака. Диски очень даже интересные. Кстати, на картинках они выглядят не очень, на самом деле вживую, ну, классные. Вот жабры, опять же повторюсь, супер. Вот такой у нас бампер, тут губа, оптика очень интересная и воздухозаборник. Да, я думаю, ни для кого не секрет, что эта машина у нас переднемоторная, хотя для Ferrari это нетипично. Ну, очень прикольно на самом деле выглядит, красиво, естественно, полированная, красиво покрашена. То есть здесь даже вон виднеется надпись Pininfarina, но я не уверен, что ее будет видно. В целом красивая, на самом деле, красивая машинка. Я не думаю, что еще что-то о ней нужно говорить. Ну, Ferrari есть Ferrari. Дворники, кстати, тоже очень неплохо сделаны, рамки окон прокрашены очень хорошо. В целом тут, конечно, очень толстый слой лака, потому что, ну, прям вот сделано на ура. Это у нас, в общем, версия обычная Maranello. И вот есть версия GTC. Вот это вообще какой-то просто шедевр. То есть сейчас просто покажу, насколько они разные, при том, что это один автомобиль. Да? Но спереди еще не так бросается это в глаза. А вот сейчас покажу сзади. То есть вот настолько они разные в версиях обычной и в спорте. Так, ну что, теперь об этом поговорим. Собственно, жабры у нас остались, здесь выхлоп вынесен уже на бок, здесь другие диски, да, то есть в отличие от обычных, здесь у нас спортивная модификация. Окошко, оно объемное, причем, да, оно хоть и не сдвижное, но оно сделано так, что это ощущается объемно. Бензобак у нас в окне, уже и на другой стороне. Вот, очень много тут появилось таких жабр, они причем ощущаются на ощупь. Вот, оптика, в принципе, та же самая, замки добавились, вот, губа здесь более выраженная такая, очень прикольная, кстати, вот так, я думаю, будет видно на фоне. Вот. Покраска тоже глянцевая, отличная покраска, очень красивый цвет, да, воздухозаборники появились вот здесь, на крыльях, не могу сказать, это охлаждение чего именно, но в любом случае это что-то очень важное, скажем так. Она шире, дело в том, что, ну, поскольку кузовной чемпионат, она расширена, естественно. Здесь на этой стороне тоже второй бензобак получается, выхлоп, вот, те же все жабры, пороги, диски, правда, классные, тут даже не поспоришь. И вот ее задняя часть, то есть они значок Ferrari оставили, оптику оставили, здесь огромный диффузор появился, кстати, это достаточно редкая деталь для этой серии, но диффузор прям шикарно выглядит. И огроменное антикрыло. Ну, очень классно смотрится. На самом деле, вот спорт-версия прям шикарнейшая. Причем я с недоверием, скажу так, относился к желтому цвету. Но на самом деле он, когда за пределами коробки, он выглядит просто потрясно. То есть, ну вот их красный заводской цвет, вот их желтый заводской цвет. И он такой немножечко, наверное, ближе к лимонному. Вот. И при этом всем, кстати, вот сейчас продемонстрирую. Значок на капоте остался. Вот. Очень интересная такая модель. И здесь тоже. Вот так вот. Шикарные две машины, на самом деле шикарные. То есть, ну, блин, я думаю, каждый бы хотел себе заполучить такую в коллекцию. Вот. Я и раньше, в принципе, обращал внимание на эти модели, но я не думал, что... Да, понятно, GTC выглядит, естественно, привлекательнее, но и обычная версия тоже очень красиво выглядит. Я думаю, у каждого в коллекции она должна быть. Здесь тоже надпись Pininfarina, кстати, есть. Вот. Ну, покажу еще разок, потому что такими вещами можно наслаждаться очень и очень долго. На самом деле исполнение, в принципе, я в каждом выпуске это говорю, исполнение, что Ferrari, в принципе, что вообще всей серии киошек, ну, это бомба. Это просто вот... То есть тут такие переливы лака, это я уже, конечно, тут все замацал, но очень круто выглядит.
Вот еще передок покажу. Вот. Это какой-то отдельный вид эстетики. Я говорю, я вот распаковал ее буквально вот за секунду до начала обзора. И, конечно, в коробке смотришь это одно, но вживую, ну, это бомба вообще. Да любая Феррари красивая, как и любая Lamborghini, там и Porsche, они все красивые, но это так, это на картинках, на словах, да, когда вот ее в руках держишь, это просто что-то с чем-то. Так, и вот сейчас еще разочек пройдемся по GTC-шке. Покажу вот ее переливы. Да, забыл упомянуть даже воздухозаборничек на крыше. То есть тоже присутствует. Здесь один дворник, кстати, что интересно. Здесь один, там на гражданской версии их два было. Вот, ну, спорт есть спорт. Автоспорт это всегда интересно. Очень она так красиво собрана, красиво выполнена. И кроме красоты еще уровень. Это действительно уровень, потому что вот, машина, естественно, непростая, диски классные на самом деле. Вот. Естественно, они с разным вылетом, с разной шириной, да, там разная резина. Ну, спорт есть спорт. Да, в принципе, и на той модели тоже, но эти смотрятся вообще потрясно. Кстати, вот буквально только сейчас заметил, антикрыло у нас сделано, ну, я не знаю, вряд ли это будет видно, но там такая сетчатая как бы фактура, как рисунок, и создается полное ощущение, что это карбон. Он действительно похож на карбон. То есть он и блестит, и там ячейки такие вот небольшие, видать. Ну, то есть фактуру придали полностью как карбону. И очень интересно сделано это сдвижное окошко. Оно объемное, там так выпукло немножечко, то есть есть полное ощущение, что сейчас можно его спокойно открыть. Вот, выхлопные сделаны отдельными трубами, они присутствуют, они есть. Вот, на диффузоре еще можно остановиться тоже. Вот так я его еще покажу. Ну, это очень здорово, очень круто. Так, ну, в принципе, у меня на этом, наверное, и все. Вот такие две замечательные, потрясающие модели мы в этом выпуске рассмотрели. У меня пока теперь уже точно все. Всем пока.